Привет, YouTube! С вами Михаил Снитко, и тема этого видео – внедрение корпоративной культуры. Как сформировать в компании корпоративную культуру? Как истина одна, так и механизм формирования корпоративной культуры тоже один. Только цели, ради чего все это затевается, разные. Любая компания на пути своего становления проходит через ряд кризисов. Что это за кризисы? Если рассмотреть кризис на старте, когда бизнес еще в зачаточном состоянии, то существует два параметра, которые подлежат измерению. Это рост и трудности. За счет чего происходит рост? За счет поиска новых путей развития. Основная проблема, с которой на этом этапе сталкивается новичок, он распыляется не на свои задачи, не умеет намечать цели, не умеет воспитывать сотрудников, по сути не обладает базовым управленческим инструментарием, вследствие чего возникает кризис руководства. Следующий этап – это рост через формальные указания. Что это за этап? На этом этапе бизнес еще не структурирован, но становится более системным. Все кризисы, которые возникают на этом этапе, называются кризисами автономии. С чем это связано? По сути, все равно в компании первое лицо продолжает все решать. Какой следующий этап? Это рост через делегирование. Что такое делегирование? Это когда в компании по функциональному признаку разделены какие-то структуры. Например, маркетинг, финансы, продажи. Бизнес начинает расти, когда верхушки этих отделов отдаются определенные бразды правления. Когда люди в рамках своей компетентности могут решать определенные задачи. Следующий этап – это кризис контроля. В чем заключается проблема? Дело в том, что тяжело удерживать одной рукой 3 арбуза. На этом этапе задача ввести в компанию систему контроля. Но возникает опасность вырастить контролеров, которые будут контролировать других контролеров. Следующий этап – это координация. Что такое координация? Под координацией понимается создание в компании активных взаимодействий. За счет чего эти взаимодействия происходят? За счет того, что создается большой информационный поток. Перекос, который при этом может возникнуть, это создание в компании бюрократии. Что значит бюрократия? Бюрократия – это когда сотрудники перестают работать и начинают строчить отчеты, то есть делиться друг с другом полезной информацией. Сотрудник пишет для руководителя отчет о том, чем он занимается, но при этом ничего конкретно не делает. То есть, получается, хотели контроля, а получили бюрократию. Что происходит, когда решается проблема с бюрократией? Начинается следующий этап, когда руководитель начинает развивать компанию через сотрудничество. Что происходит на этом этапе? Количество бумаг и отчетов сокращается, и начинается рост через доверие. Какой кризис наступает на этом этапе? Наступает кризис человеческого фактора. Что это за кризис? Это кризис убеждений. Дело в том, что любой человек, пришедший в компанию, приходит с джентльменским набором стереотипов. Какими стереотипами? Личностными, функциональными и отраслевыми. С чего начинается корпоративная культура? Как театр начинается с вешалки, так и корпоративная культура начинается с первого лица компании, где персонал – это всегда зеркальное отражение идентичности предпринимателя. Почему мы говорим про идентичность? Дело в том, что ключевым звеном при создании корпоративной культуры является построение корпоративной идентичности. Из чего состоит структура корпоративной идентичности? Она состоит из корпоративной философии и корпоративной культуры. Что такое корпоративная философия? Корпоративная философия – это ядро, а корпоративная культура – это следствие действия ядра. Что в результате этого взаимодействия происходит? Следствием этого взаимодействия будет определяться то, как компания будет восприниматься внешней средой. Почему это важно понимать? Дело в том, что над этими частями можно работать только внутри корпоративной идентичности, потому что отсутствие четко выстроенной философии компании чревато тем, что сотрудники с самого начала будут ориентированы неправильно. Что является самым сложным? Это создать в компании корпоративную философию. Из чего корпоративная философия состоит? Философия компании обязательно содержит ценности, на которых базируется миссия и видение компании. Второй частью наполнения корпоративной идентичности является корпоративная культура. Чем отличается идеология от культуры? Идеология – это процесс перевода идеи в знания. Поэтому, когда в голове у сотрудника появляется какая-то мысль, то задача эту мысль перевести в знания. Собственно, этот процесс перевода и будет работой идеологии. Часто применяют такой термин, как корпоративное поведение. Что такое корпоративное поведение? Стиль поведения с клиентами и поставщиками будет корпоративным поведением, а неформальное поведение внутри компании – это корпоративная культура. Чем наполняется корпоративная идеология? Это всегда какой-то символ, какой-то логотип, который наполняется неким смыслом. В чем заключается идея? Это начать воздействовать на визуальный канал восприятия информации работающих в компании людей. Как это визуальное воздействие происходит? Задача создать поток информации, который предоставляется в разрезе визуализации корпоративной идентичности. В чем эта идентичность выражается? Она выражается в ценностях, миссии и видении компании. Поэтому первичная задача заключается в том, чтобы всю необходимую информацию собрать, правильно ее упаковать и внутри компании распространить.
Что означает работать с аудиальным каналом? Это значит, что корпоративная философия должна постоянно проговариваться вслух. Поэтому все, что касается ценностей, миссий и видений компании, о них необходимо говорить постоянно. Как можно воздействовать на ощущения? Необходимо создать способ, при помощи которого корпоративную философию можно будет пощупать. Как это можно сделать? Например, сотруднику, прошедшему отбор, выдается корпоративный паспорт. Чем этот паспорт наполняется? В нем находится все, что касается ценностей компании. Этот паспорт должен быть с человеком постоянно. Он должен служить роль напоминалки. Тут работает следующий механизм. 1000 раз увидел и поймал. Ключевым звеном при работе с персоналом является корпоративная идеология. Но корпоративная идеология всегда доходит до определенной грани, когда она трансформируется в корпоративную религию. Что значит корпоративная религия? Это означает, что в компании появилось материальное тело. Что является материальным телом компании? Это бренд. Поэтому корпоративная идеология является началом построения бренда. Что при построении корпоративной идеологии важно учитывать? Ключевой фактор – корпоративную идеологию должен транслировать главный носитель корпоративной идентичности. Кто этот человек? Это предприниматель. Поэтому, если он этим транслированием заниматься не хочет, дальше двигаться бесполезно. Что еще при формировании корпоративной идентичности важно учитывать? Нужны инструменты построения системы приверженности. Что это за инструменты? Например, в армии это присяга. Что такое присяга? Это некий легализованный ритуал входа. Что происходит сразу после присяги? На человека распространяется устав. Что такое устав? Это внутренний закон, который составлен на основе ценностей, который показывает, как внутри этой структуры принято жить. Чем ценность отличается от потребности? Дело в том, что потребности человека меняются постоянно, а ценности – это такой априорный стандарт. Что делают ценности с потребностями? Они их ограничивают. Но есть нечто, находящееся над ценностями человека. Что это такое? Это чувство собственной значимости или человеческое эго. Что произойдет с человеком, если у него чувство собственной значимости отнять? Он автоматически попадет в состояние смирения. Когда речь идет о чувстве собственной значимости, всегда предполагается, что внутри человека существует некий механизм, который побуждает его действовать определенным образом. Поэтому в большинстве случаев любой сделанный человеком выбор зачастую продиктован именно чувством собственной значимости. На чем базируется сопротивление? Сопротивление почти всегда проявляется из чувства собственной значимости. Если разобраться, то у человека практически всегда вызывает сопротивление все то, что под его эго не попадает. Как работать с ценностями человека на основе его идентичности? Это ответ на вопрос, какое отношение к реализации потенциала этого человека имеет то, чем он конкретно занимается, при условии, что его занятие соответствует его предназначению. А ценность – это реализация своей миссии. В этом случае человек попадает в состояние благодати. Существует два основных вида ценностей. Что это за ценности? Это итоговые и инструментальные. Что делают итоговые ценности? Они отвечают на вопрос, что для человека в жизни важнее всего. Поэтому, когда мы говорим о реализации потенциала, это всегда итоговая ценность. Когда происходит смещение в ценностях? Когда они направлены на других людей. Это коварная ошибка. Почему это так? Потому что, когда происходит смещение в итоговой ценности, человек начинает себя распиливать на куски. Почему так происходит? Потому что истинная ценность может у человека быть только своя. Это то, что человек делает для себя, когда он себя выращивает. Но как только появляется внешний контекст, тут же происходит противопоставление, и человек попадает в состояние шизофрении. В результате этого раскола происходит деформация личности. Также итоговые ценности делятся на два типа. Это личные и гуманистические. Что такое личные? Личные – это то, к чему человек стремится для себя любимого. А гуманистические – это те, которые идут на пользу обществу. Зачем нужны инструментальные ценности? Они относятся к типам поведения человека, которые отвечают на вопрос, как мне себя вести по отношению к окружающим. По сути, инструментальные ценности нужны человеку для достижения итоговых ценностей. Что предполагается, когда мы говорим об изменении ценностей? Мы не ценности сотруднику меняем, мы разрушаем его убеждения. Какие убеждения необходимо разрушить? Те, которые не функциональны, которые его ограничивают, которые мешают его эволюции. Когда процесс формирования убеждений был произведен, какой начинается следующий этап? Мы приступаем к формализации норм и правил. Что такое нормы? Это правила поведения. Нормами наполнены уставы, положения, кодексы, но продиктованы они исключительно ценностями. На что еще при создании корпоративной идеологии важно обратить внимание? На миссию и видение компании, если они не были формализованы до момента разработки стратегии. Они либо подтверждаются, либо укрепляются, либо дорабатываются до тех пор, пока в них не появится ценностный фундамент. Что обязательно должно быть в миссии? Это ключевые и итоговые ценности. Но более сложный вопрос касается видения того, как компания на основе своей миссии
видеть себя в долгосрочной перспективе. В чем заключается трудность? Видение должно отражать все аспекты компании, не перенося существующие проблемы в будущее. Что такое видение? Видение – это некий образ будущего, и никакой связи с действительностью он иметь не может. Для чего он тогда нужен? Он нужен для создания видения компании. Как это можно реализовать для линейных специалистов? Для них создается система приверженности идеологии. Зачем она нужна? Основная задача – создать не систему функциональных стандартов, а систему идеологических стандартов, которая позволит людьми управлять. Как это делается? По сути, создается корпоративная библия компании, в которой собраны основные правила о том, как сотрудник может действовать в соответствии с принятой в компании идеологией. Данного набора сведений нет ни в должностных инструкциях, ни в положении о подразделениях. Корпоративная библия – это дополнительный документ, который говорит о том, как сотрудник может действовать в среде. Дело в том, что привлечь профессионалов всегда трудно, поэтому задача ставится наоборот. А именно, задача построить систему подбора и развития персонала таким образом, чтобы компания в потенциале могла получать профессиональные кадры. Что для этого надо? Для этого система стандартов и постулатов компании выстраивается таким образом, чтобы человек совершал простые, точные действия, и не совершить их он не мог. После того, как система приверженности в компании была создана, какая стоит следующая задача? Это проработать схему мероприятий входа-выхода. Как выглядит этап входа? После прохождения отбора начинается испытательный срок. Чем он характерен? Сотрудник должен не на словах, а на деле подтвердить свой потенциал. Как это происходит? Новичку не дают никакие инструменты. Он должен доказать, что способен много и быстро учиться. В чем заключается следующий этап? Это знакомство с идеологией компании, которая выражается в том, что сотрудник учит наизусть стандарты компании и сдает по ним экзамен. Следующий этап – это сам вход. Вход также превращается в некий ритуал. Для чего это все делается? Дело в том, что если у нас нет такого бренда, как Apple или Google, то создать значимость входа мы можем только своими действиями. Поэтому чем сильнее и точнее проработан вход, тем быстрее у сотрудника включится приверженность. Даже если компанию на рынке никто не знает, то поборовшись и войдя в команду, у человека должен появиться эффект вау. Ощущение, которое должно возникнуть, круче этого не бывает. На этой оптимистической ноте предлагаю данное видео закруглять. Часто организационная жизнь полна корпоративными глупостями, когда люди вроде бы стремятся создать корпоративную культуру, а получают корпоративное бескультурье. Поэтому желающим создать корпоративную культуру желаю сохранять критичность мышления и не бросаться в крайности, чтобы модные тенденции рынка, которые часто диктуют делать то, что делают все, даже если это неправильно, не привели руководителей, стремящихся к эффективному управлению персонала, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, к необратимым последствиям. Подписывайтесь на мой канал, высказывайте свою точку зрения в комментариях, ставьте лайки и увидимся в следующих видео. Пока!